Так, Франция, Марсель, Средиземное море, Лазурный берег, месяц май, должно быть хорошо. Сердце Провансаля и один из самых интересных городов Франции. Здесь каждый уголок пропитан историей. Средиземноморское солнце заливает улицы города, а аромат свежих круассанов так и норовит залезть к вам в нос. Мы приехали в этот город всего на 3 дня и постараемся излазить его во всех направлениях. И надеюсь, мы ощутим дух этого города и Франции в целом. И это видео о нашем первом дне пребывания в Марселе. Но если вы любите больших видео, вы можете пройти на мой канал и в разделе «Франция» найти видео продолжительностью в час о 3 днях нашего пребывания в этом городе. Так, пару слов, как мы добрались до самого города. Самолет Ryanair прилетает в небольшой городок рядом с Марселем, то есть полчаса езды на шаттле до центра города. У нас заняло, потом чуть-чуть пешочком, чуть-чуть на трамвайчике. А шаттл от аэропорта стоит 10 евро, а трамвайчик нам обошелся в рубль 80, также евро. Довольно-таки удобно, легко добираетесь. Буквально мы полчаса потратили на то, чтобы добраться до центра города от аэропорта. Первое, что бросилось нам в глаза, как ни странно, окна. В Марселе везде полно вот таких домов со ставнями, с решеточками на первом этаже. А вообще вот такие, видите, ставни, они часто распространены в Южной Европе, в Испании и в Италии. И здесь, во Франции, вы тоже можете их наблюдать. Прикольно, да? Пробираясь по маленьким улочкам Марселя в сторону центра, была обнаружена булочная, в которую мы пренепременно решили заглянуть. По утру в булочную придется постоять в очереди. Такие вот утренние у них очереди. Марсельские булочные по большей части являются семейным бизнесом, и рецептура хлеба передаются из уст, так сказать, в уста, но среди семьи. Поэтому на каждом районе хлеб имеет свой вкус. Прям невозможно пройти мимо, аромат так и затягивает. На мучное мы решили не налегать, так как Остапа, так сказать, может разнести. Взяли по круассану и двинулись дальше. Что может быть лучше утреннего круассана? Вкусно? Очень. Очень. Бон аппетит. Спасибо. Но круассан с пивом был бы лучше. Смотрите, ребята, здесь летом очень жарко, и они закрыли трамвай с одной стороны и с другой стороны, чтобы вас оградить от солнца, чтобы вам не было жарко внутри. Все для людей. Прикольно. Неожиданно для себя мы набрели на какой-то развал. Видимо, это традиционный рынок в Марселе, где вы можете прийти и затариться. Почему традиционно? Потому что сегодня четверг, и это утро, то есть он не выездной, а такой вот прям вот традиционно на этом месте. То есть напоминает мне опрашку 90-х города Санкт-Петербург. Чего здесь только не продают. Всякие шапочки для близнецов, ковры, чего только нет. О, флаги, так сказать, различных государств. Чего только нет вообще. Одежа, всякая всячина. Короче, кайф для того, кто пытается вырулить какую-нибудь дешевую подставу. Ну вот что-то с Викторией задискутировали, откуда этот рынок здесь взялся. Она утверждает, что так как в стране очень много марокканцев, поэтому здесь есть такой рынок. То есть где марокканцы, всегда такой рынок. Она говорит, то же самое в Испании происходит. Где много марокканского населения, там такой вот рынок-развал присутствует. Ну, обязательно кафешка. Вон тут на выходе у нас кафешка нас встречает с кофейком, так сказать, и сигареткой. Типично французская утренняя. Внезапно набрел на фешенабельное здание фондовой биржи города Марсель. Федеральненько, да? Здание фондовой биржи было построено в середине 19 века и открылась биржа в 1860 году. Здание построено в стиле неоклассицизма и находится на центральной улице города Марсель. Улица называется Ла Канабьер. Простите меня за мой французский. Там делают бабки. Также с детьми здесь будет тоже не скучно. Смотрите, какая каруселька рядом со зданием фондовой биржи. Спустившись по главной улице города Марселя, вы упираетесь в старый порт.
что в свою очередь является сердцем города. Марсель находится на побережье Средиземного моря и исторически является портовым городом. Марсель, так же как, собственно, и сам порт, были основаны в 600 году до нашей эры еще греками. То есть все дороги города ведут в порт. То есть если вы приедете когда-либо в Марсель, начинайте свои приключения с порта. То есть все дороги ведут сюда, и отсюда также они все расходятся. То есть очень удобное место для старта своего дня. Мы пробыли здесь 3 дня и каждый день оказывались в порту. Порт стал туристической такой, так сказать, меккой. Как и любой нормальный порт, здесь располагаются яхты. Естественно, в бухте этого самого порта Марселя находится множество яхт. Ну, я еще не дорос до яхты. Да и не думаю, что когда-нибудь дорасту. Но надеюсь, что вы когда-нибудь дорастете. Яхты шедевральные. Множество ресторанов вокруг по периметру порта. Ну, если вы туристы, вас не пугают цены, то можно найти всегда вот такое местечко рядом с портом старым в Марселе. Здесь много, смотрите, ресторанчиков, где можно хорошенько откушать. Магазинчики различные, уличные музыканты здесь присутствуют. И, естественно, рыбный рынок. Если вы обожаете вонючий запах свежей рыбы, то порт – это лучшее место. А это у нас марсельский порт, и на заднем плане, видите, люди торгуют свежевыловленной рыбой. Говорит свежак, но запах божественный. Мы остановились недалеко от центра и приходили сюда всегда пешком. Но если вы даже остановитесь на окраине, то прямо здесь имеется станция метро Вьюпорт, что переводится как «старый порт». В порту, естественно, присутствует церквуха. Куда ж без церквухи-то в порту? Прежде чем выйти в море, стоит помолиться богам. Церковь была построена в XIV веке в готическом стиле. Но так как ее много раз перестраивали, мы имеем то, что имеем, так сказать. Убранство церкви шедеврально. Если вы любитель церкви, обязательно загляните. Я вот зашел с краешку, поснимал, вглубь не проходил, боюсь, сгорю. На заднем плане это здание мэрии города Марсель, находится также в порту. Кстати, этот город побратимый с городом Одесса, стал побратимым в 1972 году. Вот этот самый якорь подарил мэр Одессы Марселю в честь того, что оба города являются городами-побратимами. Пробираясь по небольшим улочкам Марселя в сторону музеев, мы набрели на кафедральный собор города Марселя. На набережной также находится собор Марселя, построенный в 1896 году. Кафедральный собор Ля-Мажор. Собор был построен в XI веке на месте старой церкви. И просуществовал он до конца XIX века. В то время население Марселя резко увеличилось, и собор для прихожан стал маловат, и было решено его перестроить. Приказал эту перестроечку Наполеон III. Как вы видите, собор был построен в неовизантийском стиле и выглядит очень нестандартно. По крайней мере, я таких соборов не видал по Европе. Размеры собора тоже впечатляют. Длина его 142 метра, то есть 1,5 футбольных поля, и высота 70 метров, то есть где-то этажей так 20. И поговаривают, этот мини-стадиончик может вместить до 3000 прихожан. Внутреннее убранство собора тоже дюже богато. Алтарь выполнен из белого мрамора, купола и стены покрыты фешенебельными фресочками. Особое внимание попрошу обратить на мозаику на полу, выполненную в византийском стиле. Также в соборе имеется множество капел на библейскую тематику. Честно говоря, собор выглядит очень нестандартно, и тем самым он является знаменитой достопримечательностью Марселя и одной из центральных церквей всей Франции. Таки не проходите мимо. В Марселе очень популярна игра в шары. Я понятия не имею, как в нее играть, но все в нее рубятся. Даже делают открытки с игроками, которые рубятся в эти шары. Короче, в какой-то приложухе можно даже зарекаться и потом прийти и сыграть. Против друг друга рубятся ребята. Причем это не первая площадка, которую я вижу в Марселе. Таких полно по всему Марселю. На каждом районе есть, и люди прям зарубаются. Кто знает правила, опишите мне в комментиках. Вот рядом с такой церквухой
Такая вот церквуха, и здесь ребята зарубаются. Первый наш марсельский музей. Называется Коскер Медитрениан и посвящен открытию пещеры Коскер. И еще раз пардон за мой французский. Сама пещера была открыта в 1985 году на глубине 37 метров под уровнем моря. Найдена она была неподалеку от Марселя, как ни странно. Внутри пещеры были обнаружены удивительные наскальные рисунки, что датируются 27 тысяч лет до нашей эры. Это вам не это. Идя в этот музей, мы думали, что мы идем в эту пещеру. И девушка на входе нам очень это сильно разрекламировала. И, короче, мы повелись и купили билет за 18 евро на одного человека. То есть мы потратили 36. И все начиналось вроде бы неплохо. Мы на лифте спустились вниз, и мы подумали, что мы спускаемся в эту самую пещеру. Но, как оказалось, это всего лишь точная копия пещеры, сделанная из пластика. Вы садитесь в такую тележечку, и вас минут так 40 везут через всю эту пещеру, рассказывая в ухо, какая она классная. А в конце этого тура вам показывают видео, как все-таки эту пещеру делали из пластика. Проще говоря, как декорации в кино. То есть скопировали пещеру и сделали из нее такой аттракцион, по которому вы можете прокатиться. Выглядит довольно-таки натурально, но все это тотальная копия из пенопласта. Если бы я увидел это видео перед тем, как купить билет, в жизни бы никогда его сюда не купил. На втором этаже показана таксидермия, так сказать, вымерших животных. Виктория, какой ваш вердикт? Стоит ли это 18 евро? 18 евро не стоит, но прикольно. Вот поговорили. Если вы любите каменный век, то в пещеру идти стоит посмотреть. Она хотя и искусственная, слепленная из того, что было, так сказать, но выглядит прикольно, интерактивненько, и вам понравится. А если вы не фанат таких вещей, то не стоит тратить 18 евро на билет. Вас кинули, Сережа, кинули, как лохов последних. Марсель? После чего мы отправились в лучший музей этого города. Собственно говоря, это музей иллюзий в городе Марсель. Этот музей посвящен оптическим иллюзиям и другим видам визуальных трюков, которые бросают вызов вашему восприятию этого мира. Кубики. Треугольнички. Кубики. Треугольнички. Такие экспонаты, как комната Эймса, калейдоскопическая комната, вращающийся тоннель, зеркальные лабиринты, оптические иллюзии предназначены для того, чтобы удивлять, развлекать и в то же время объяснять, как и почему мы видим вещи не так, как они есть на самом деле. Портал в вечность. Я думаю, это идеальное место для семейного отдыха. Я прям вот реально угорел там по полной. Да что там я, мы там встретили бабушек, кому за 70, и они там просто в угаре были. Одним словом, яркие впечатления, точно как минимум на один день вам обеспечены. Ух, ребзя, в музей иллюзий просто нужно идти. На каждом углу прям вау-эффект. Не пожалеете точно. Добрался я до классного места. Называется Le Doc Village. То есть такое хипстерское место. Стильно, модно, молодежно, так сказать. Это, я так понимаю, старые доки. И из них сделали вот кафешки, рестораны, workplaces и все такое. Сейчас мы найдем здесь что-нибудь поесть и пошопиться. Сейчас оценим. Это уникальное место находится между старым портом и новым портом. Буквально на набережной, точно не заблудитесь. Здесь присутствуют магазинчики различные. Шмот можно прикупить, можно поесть, можно просто посидеть, отдохнуть, либо снять здесь какой-то офис. Одним словом, кайфовое место, если вы здесь по работе, либо хотите насладиться хипстерской атмосферкой. Мы сюда пришли с целью перекусить, но вот что-то походя по этому месту, как-то все кафешки были нам немножко не по душе, и мы, мягко говоря, немножко обломались. Но с другой стороны, я вам контентика поснимал. И вот эта крыша, она как бы закрывается во время дождя и вас не накроет. Но вот здесь так сделано, смотрите, как будто бассейн. Я, конечно, не удивлюсь, что когда-нибудь там кафешки будут, но в данный момент
визуально бассейн. Во многих городах мира уже лепят такие штучки из заброшенных зданий, да? Такие молодежные, стильные местечки хипстерские. Скорее бы у нас в Дублине начали лепить. У нас много заброшенных таких доков и различных зданий. Ну, вот тут, собственно, и подписано все, что вы здесь можете найти. То есть chill, work, eat, shop. Зачилить, поработать, поесть и пошопиться. Вот из такого старого дока сделали. Наше внимание привлекло французское, марсельское знаменитое мыло. Видите, вот этот магазинчик. Но потом, зайдя за угол, мы увидели эту шедевральную маленькую улочку, поднимающуюся вверх с церковью на заднем плане. Великолепно. Традиционное марсельское мыло состоит только из растительных ингредиентов А какой запах в этом магазине мыла. Прям хочется что-то себе взять. и не содержит никакой химии. И как минимум в нем содержится 72% масел. How much is the fish? Одним словом, наш выбор пал на вот этот удивительный кубик, состоящий на 80%, говорят, из каких-то масел. Но выглядит шедевральненько. Ну ладно, мыло мылом, а кушать все-таки хочется. И вот мы наконец-то добрались до ресторана. Так, зарулили мы здесь на обед в кафешку и решили, так как мы на берегу, решили перекусить рыбным блюдом. Вернее, Виктория решила рыбным, а я, как всегда, по травке. Короче, Викусик налегает на осьминога. Виктория Дмитриевна, расскажите, как вам осьминожек? Вкусно. На что похож осьминожек? Ребята, кто не ел, осьминог очень похож на курицу, но более твердый. Такой по мясу, но очень вкусно. Естественно, она и свежайшая, прям чувствуется. Ну, я кайфую. Приятного нам аппетита. Короче, заказал себе фрайс, картошечки французской, да? Пивка взял к ней. Думаю, ну хорошо, она такая солененькая, все будет ништяк. Короче, выглядит вот так вот, да? Стоимость 7 евро. 7 евро вот за эту картошечку. Моя рука, Нет. и она просто... Но при этом, когда ты ее едишь, она такая вся хрустит, такая зажаренная. Но самой картошки особо не чувствуется. Вот у нас в Ирландии чипс так чипс. Вот такого размера картофан. Во фритюре пожарен, чума. Заезжайте к нам в Ирландию. И на этой замечательной ноте мы заканчиваем наш первый день в Марселе. Первый день только приехали, слегка притомились, так сказать. Но уже на следующий день нас ждали бонапартовские планы, которые мы вам покажем в другом видео, что вы найдете у меня на канале в разделе «Франция» под названием «Второй день в Марселе». Также не забывайте подписываться на мой канал, ставить мне лайки и обязательно оставляйте свои комментарии. Я их все читаю.